Всем привет! Я сегодня решилась все-таки на пересадку. Ну, для начала покажу вам вот эту красоту, которая уже цветет очень давно. Стоит у меня вот там на полке. Я сейчас решила полить вот эту полочку. И думаю, ну, это будет нечестно, если я вам ее не покажу. Это биглип медуза. Девочки, там у медузы, уже как у медузы, куча щупальцев, вернее корней. Видите? Она вот так в кашпо, и некоторые корни прям туда опускаю, водичка остается, она там и подпевает немножко, подтягивает водичку. Хороший такой кустик, была получена 2,5, ну на года 2 у меня, наверное, если не больше, а может уже года 3. Посмотрите, какая прелесть, просто великолепная. Я ее кручу в разные стороны. Здесь у меня рядом фроня стоит. Как там ваши фрони? Доцветают, не доцветают. Моя уже первые цветочки посбрасывала. Такая вот красавица. Они тут вот. Они, кстати, рядышком и стоят. Но она, конечно, уступает в размере. Но в окрасе не уступает. Они обе великолепные. У фрони 2 цветоноса в этом сезоне. Листики нарастила. Перестала себя вести капризно. Более или менее нормально уже себя ведет. Но это просто вау. Цветок крупный, сантиметров 12, наверное, 13. Ну, в принципе, как и было заявлено от садовника. Нравится мне этот биглип, и он, в принципе, беспроблемный. Ну, смотрите, пересажен был мною, моментально заплел корнями весь горшочек. В общем, суперский фаленопсис. Видите, уже старение цветочков идет, уже такая вот, знаете, структура уже такая немножечко. Остался у меня один цветочек на Мету Кинг. Вот такой красавчик лаковый. Он тоже долго держит цветочки, но в этом году их было немного. Но они такие классные, классные, смотрите. Плотные, глянцевые, вообще замечательные. Он имеет несколько цветоносов, и когда вот как он захочет, так и будет. Захочет на каждом цветоносе 2 цветочка в сезон, захочет 3, но цветоносы не сушит. Вот эти вот новелти фаленопсисы, они так цветут. Видите, какой у него класснючий лист, немножко пыльный, но класснючий такой, круглый. Вообще супер, супер. Я вам показывала своего тоже метушного красавца, у него тоже подобные листья. Но он по размеру меньше, он еще юный. Но вот такой. Гляньте. Reflex Dragon. Мету Reflex Dragon. Клевый. Есть под таким же названием вот такого цвета вроде как. Похожие, но этот просто невероятный. Посмотрите, у него тут переливы такие, девочки. С зеленого, с желтым, коричневый. Удивительный. Коллекционный. У меня 2 вот такие вот экземпляра метушных, которые цветут. Но у меня есть еще метушки, но они пока не цвели. Но эти прям вау-вау. И листики у них похожие. Красавцы. Так, а пересаживать сегодня будем вот эту красоту, которая уже нарастила корней, полный горшок. Это такой, знаете, не совсем и неприхотливый, но не совсем и капризный фаленопсис. Но мне он очень нравится. Цветет красивенько. Только я, по-моему, его не подписала. Как же он назывался? Ой, и, наверное, на горшочке тоже не выбито. Хотя не факт. Сейчас поищу. Сейчас поищу. Видите, сколько корней? Он уже не помещается. У него корневой рост начался, а он уже тут ютится. Так, не вижу я надписей на горшке, но вставлю вам фотографию и название видео. Он красивый. Нежно-нежно-розовый, с такой леопердовой губкой. Эту полочку полью, отправлю на места. Те, кто
остался. Я еще не всех полила. Вот фронтеру полила. Смотрите, какая она ягодная, когда только открывает цветочек. А потом становится вот такая. И она очень интересная. И очень при желании, при хорошем самочувствии долго цветочки держит. Ну, тут она у меня вертела, крутила этими цветочками. Где-то она сбросила цветочек, по-моему. Не здесь. Наверное, где-то здесь. А, вот здесь. В этом году так не особо рясно, потому что она вот здесь стоит у меня с прошлого года. И искусственный свет, он все-таки не дает возможности цвести на большое количество цветочков. Ну и так неплохо. Она у меня старушка уже давняя. Такая классная. Все, отправляемся пересаживать вот этого чуда. Я подберу для него горшочек. И, наверное, это будет все-таки закрытая система с крупными кусочками коры и с мхом. Так, ну что же, я расположилась здесь прямо на полу, все как я люблю, в окружении горшочков, коры. И вот ассистентом сегодня будет этот красавчик, который пахнет дымком. Девочки, он в обработке, еще месяц будет так. Потом буду его от Санмайта отмывать. Но он такой прекрасный, такой классный. Ой, Солга Лоуренс. Хотела вам сказать, девочки, кто быстрее напишет его название в комментариях. Потом думаю, нет, я вспомнила. Короче, он сегодня нас ассистирует. В общем, так. Как зовут эту красоту, я так и не вспомнила. Ну, будем с ней на «вы», потому что она сейчас идет в пересадку. По поводу горшка. У меня было несколько вариантов. И все-таки я думаю, остановлюсь на двойном горшке. Либо в это кашпо я думала пересадить, но оно слишком высокое, слишком большое. Это ж корней нарастит, потом куда его всунешь. Этот горшочек двойной, с дырочками вот там по низу. И не плотно, хотя плотновато он сидит. Возможность дышать в корневой системе отсутствует. Надо сделать все же здесь, наверное, пару дырочек. Когда делаете дырочки, плывет пластмасса, и тогда горшочек в его кашпо неплотно усаживается. Ну, такой лайфхак. У меня таких случаев несколько. Когда внизу дырочки, то оно как бы тоже неплохо, но все равно вот этого зазора нет. Видите, он практически отсутствует. Сейчас все-таки надо проделать пару дырочек в верхнем уровне, вот повыше. Сейчас я этим займусь. Или давайте сначала, раз мы уже здесь, мне прям интересно посмотреть на его корневую. Я думала его перевалкой перевалить, но, а потом уже займемся горшком. Но сейчас я так посмотрела на него и подумала, вот уже достаточно плотный горшок. Бывают ситуации, конечно, покритичнее. Ой-ой-ой, здесь у нас корень, это то, что я не люблю. Но эти транспортировочные горшки, они, в принципе, не являются чем-то таким. Ну и корень, в принципе, здесь не такой уж прям сильно здоровый, поэтому я вот тут на стяжечке отрежу. Что выйдет, то выйдет. Ну, можно вот так сделать. Обрезать вот эту перемычку. Не критично. Обминаем горшочек. Посажен этот фаленопсис в мелкую орхиату. Вижу, что субстрат еще неплохой. Знаю, что фаленопсис этот из таких, знаете, ну, немножко капризных. Надо сыпать грунт. Очень часто можно вот так постучать. Ризоидами приросли корни к поверхности горшочка, и поэтому не всегда это просто сделать. Я не стала его мочить. Он такой сейчас альденте, не пересохший. Вижу, что кора такая, ну, влажноватая. Вот видно даже здесь.
Видите? Он не спешит идти, можно вот так сделать, чтобы сыпать кору. Кора, кстати, очень еще неплохая, поэтому ее можно перебрать. Вижу, что там добавлены кока-чипсы. Можно перебрать и использовать ее ему же в посадку в верхнем уровне горшка. Ну что, может, ты держишь, а я так стараюсь. Наверное, ты держишь все-таки нас. Держишь интригу. Я, бывает, эти горшочки тоже использую повторно. Ну, не часто. О, все-таки это тот корень держал. Так, мне хотелось увидеть, да. Мне хотелось видеть торфстакан. Корни, которые обвили торфстакан, мне, в принципе, тут вообще сыро-сыро. Они испорчены. Видите, вот веломен вообще под цвет. Вижу ювенильный листик. Да, стряхиваем, что может стряхнуться. Убираем веломен, который подпортился. Все-таки наличие внутри этого стаканчика, оно иногда хорошо, иногда не очень. В большинстве случаев, по наблюдениям, не очень. Так, сразу вижу вот часть корня высохшего. Надо его отрезать до живого. Вот видите, отрезаем. Боже, я так давно уже ничего не пересаживала, ребят, что просто увлекательно. Так. Торфс. Торфяная таблетка. Ну, малышам это питательно, хорошо, влажненько. А большим может сыграть злую шутку при поливе. Так, я вижу, что этот корень вообще пропал. И от него избавлюсь. Да. Тяж неплохой, но веломена нет. Прощупываю корешки. Они, в принципе, неплохие. Те кончики, краешки, которые подсохли. О, тут даже не кончики, не краешек. Вот видите, как вот больше там, где касался этого горшочка. Сверху вот корешки, обожженные удобрениями. Кстати, девчата, я тут что придумала? Я сейчас заказала в интернете сегодня. Не сильно дорого. Получается, с доставкой, может, будет гривен 200. Ой, специальная такая добавка, которая при поливе используется для промывания корневого кома, горшков от высолов. Не знаю, комментариев толком не нашла по поводу... Это я корешок обрезаю. По поводу использования именно той добавки, которую я прикупила. Я думаю, может, здесь тоже поработать. Этот лист убрать, он вообще тут так низко-низко, видите? Такой хороший-хороший, а так низко-низко. Можно вот так его убрать одним махом. Так, сейчас. В общем, добавка, которая как... Она больше для гидропоники. Когда постоянно пользуемся удобрениями разными. И засаливается грунт. Горшки там илом покрываются. В общем, такая есть, оказывается, добавка, которая может нам помочь немножечко подкорректировать эту ситуацию. Не влияет на растения. В общем, не знаю, девчат. Расскажу вам потом, что из этого выйдет. Так, в принципе, корневая вот такая вот неплохая. Такой красавчик. Я хочу его поместить вот в этот горшочек. Но корешки надо намочить. Ну, я думаю, ему будет неплохо. Хотя, возможно, даже
И не сильно и хорошо, потому что хочется его ниже утопить. Хорошо. А если сюда? Может, все-таки сюда? А может, все-таки сюда? Что-то мне сюда больше нравится, в закрытую систему. И такими, знаете, это сильно большие коринки. Это прям блоки. Поменьше коринками. А вот такими вот коринками обложить и мох. И мох. Тут у меня мох еще с прошлого года. Подарочный мой. Так, наверное, так и сделаю. Сейчас я пойду его замочу, чтобы корни эти позеленели, хотя они на воздухе росли. И может быть так, что веломен совершенно не захочет впитывать влагу, но хотя бы чуть-чуть их сделать пластичнее. Пошла я. Тогда дырки в этом горшке я делать не буду. Я уже потом. Видите? Все-таки правильно, что я начала с пересадки. Что-то мне подсказало. Буду ли я выбирать отсюда? Но оно такое совсем мелкое, как для закрытой системы. Хорошо, подумаем. Нет, вряд ли я буду это использовать, вряд ли. Так, ну что, мы, пользуясь случаем, искупались в теплой водичке. В комнате сейчас прохладно, все никак не потеплеет. Но школьники наши вроде выходят. Так. Корешки, если даже где-то протрескались, ничего страшного. Сели мы прекрасно сели. Теперь мы обложимся корой крупных размеров. Ну, это не совсем крупные размеры, но все равно. Такие вот коринки. Мне там, девочки, целый мешок этой коры. Надо до нее добраться. Все никак не доберусь. Кора у меня не замочена, не разработана. Но это ничего страшного. Так, я вижу, что мне сейчас не будет хватать какой-то палочки-выручалочки. Так. Надо будет мох туда протолкнуть. Ну, я думаю, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Опыт таких посадок уже присутствует. А мне вот в этом месте не нравится. Видите? Он идет по листу. Этот лист тоже убирать. Но не хочется. Я потом как-то буду отводить в сторону. Видите, старые корни веломен хорошо взял влагу, а эти корни еще не приучены. Они хоть и мертвые, эти клетки, но они все равно еще пока молодые не воспринимают. Так понимаю, что мне придется сейчас еще топать за добавкой, за добавочными кусочками коры. Да. Это маловато будет. Маловато это будет. И они какие-то тонковатые. Мне нужны более... Такую может положить одну там где-то в серединку. Между корешков просунуть. Удастся, не удастся. Главное, чтобы ничего там не задеть, не поломать. Или вот так ее в бок, чтобы по ней потом влага поднималась, и мох, и корни оплетали. Это будет красиво. Слушайте, а эти соринки в принципе неплохо. Главное следить за уровнем в горшке воды. И все. Так, по-моему, время добавить здесь фитиль из мха. Так, мох у меня перезимовал не ахти, но выбрать можно. Вот он такой, видите? Но выбрать можно. И вот так сделать пару. Он потом позеленеет со временем. Сделать пару таких фитилей, достающих
до самого низа в нескольких местах. Ну, почти. Почти получилось. Так как кора не разработана, она потом... Слушайте, запотел горшок от того, что я горячей, ну, такой хорошо теплой водой поливала. Господи. Так, и вот с этой стороны я тоже хочу мох просунуть. Потом, когда наливаешь в одну точку водички, мох, который касается низа горшочка, он подтягивает наверх, и все прекрасно получается. Мне финетия, девочки, у меня собралась цвести. Я там вам готовлю видео такое, чтобы, знаете, поэтапное. Как вот я обнаружила цветоносы, потом, короче, как они растут. Я надеюсь, ничего им не помешает. Слушайте, а здесь куча опада. Видите, иголочки. Очень даже неплохо с точки зрения удобрялки. Вот вам, сейчас я еще сюда засуну. Вот вам такой хвойный компонент. Чудесно. Чудесно, расчудесно. У меня каждый день какие-то новые идеи по поводу растений. Вот недавно смотрела, как-то попалось мне в рекомендации видео про цитрусовые. И у меня раньше были цитрусовые, потом я их, ну, забросила, можно сказать. Часть отдала, передарила, которые остались еще худо-бедно живы, знаете как. И у меня опять возникло желание хоть один лимончик какой-то приобрести. Что молчишь? Ты завидуешь, его тоже надо, кстати, уже пересаживать. Ну вот он отцветет, у него тоже еще горшочек от садовника, с теплицы. И вот жду, пока он отцветет. Хотя, в принципе, ну, корневого ж роста нет, вообще нет никакой активности. Потом мы и тебя пересадим, красавчик. Да, красивый очень. Люблю вот такую вот яркость. Бывает, какой-то период хочется какой-то нежности, какой-то орхидеи, чтобы вот прям вот, знаете, как, не знаю, как у вас, девчонки, у меня вот какой-то период хочется прям, чтобы были такие нежные орхидейки, розовенькие, хочется прям покупать розовенькие, какие-то беленькие. Потом вдруг перемыкает и хочется покупать какие-то темненькие. В общем, ужас и кошмар. Так уже не то, что места, уже сил не хватает на количество растений. Мне кто-то писал в комментариях, как же вы справляетесь? Ну, девочки, каждый день по чуть-чуть. Это же не говорит же о том, что прям утром встал и пошел. Как все на работу ходят. И кто работает, тоже справляется. Это ж хобби. Это ж хобби. Даже если растение прям ты польешь. О, корень я плохой нашла. Как же я смотрела. Вот я его... А, это он частично плохой. Такое бывает. Виламен тут. Вот когда намочила и увидела, что виламен тут вообще частично пропавший. Вот от начала роста корня до где-то его середины. Ладно, здесь тоже вот этот плохой. Видите, а не мочила, оказалось хороший корень. Намочила, вот и получила. Вот это вот оставила. Так вот. В сухом виде не всегда и видно, что что-то не то. Ну, теперь поливать мы не будем, потому что мы мокрые. Но попозже польем. Через пару дней нальем, и пускай мох поднимает. Я тут уже роюсь в этих кусочках. Надо пойти за хорошими кусочками. Все, иду за хорошими кусочками. Я вернулась. Хорошо, когда есть мешочек с корой. Ой. Мешочек с корой. С кладовочки, да?
Посадка будет воздушная. Я между корней пропихиваю кусочки коры. Ну, неплохо получается. Неплохо. Сверху тоже положу мха. И будет замечательно. Орхидеи главное закрепиться в посадке. Предпочтительно, конечно, использовать органические компоненты, так как она эпифит, живет на дереве. Литофиты живут на камнях. Так, тут можно уже просто раскладывать кусочки, такие помельче. Да, сначала ей будет суховато, не без этого, но потом все выровняется. Все придет в норму. Пока мох будет брать на себя такую функцию по по удержанию влаги, а потом и кора разработается и тоже примет участие в этом процессе. Так, ну для того, чтобы немножко сбалансировать посадку, выберем крупные коринки из ее посадки. Их тут немного крупных, но они есть. И орхиата такая, видите, наверное, ну это сколько? 5 миллиметров. 5-6 миллиметров. Она нормально сохранилась. Я так вижу, что может и мох не понадобится, если такие кусочки повыбирать. О, я прям чувствую чипсы. Чипсы. Ну, чипсы, наверное, на себя набрали уже всех добавок, которыми она поливалась. Так что лучше их сейчас не использовать повторно. Если использовать, то уже новые промытые. Промывать ли старые, они прямо распадаются в руках. Думаю, не стоит этим заморачиваться. Так, девочки. В принципе, вот так вот потихонечку, потихонечку и пересадим. Пересадок много после зимы. Так, вот этот кусок я слишком погорячилась, надо что-то поменьше. Много пересадок, потому что много новичков, много подросших орхидей. В общем, тема пересадок актуальна для нас как никогда. Так, чтобы вам не было скучно, я сейчас тут закончу и покажу, что получилось. Ну, я уже почти заканчиваю. Тут еще немножечко коры сверху положить. И я вот начинаю сомневаться насчет того, надо ли в закрытой системе сверху укрывать грунт мхом. Дело в том, что я не замачиваю, не поливаю орхидеи замачиванием, я только проливом поливаю, оставляю немножко воды внизу. И поэтому мне надо, чтобы был приток воздуха. Поэтому, наверное, я не буду мох использовать в этом случае. Еще пару штрихов, прикрою верхние корешки корой и окей. Ура! 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 В общем-то, мы влажные. Я думаю, что завтра с утра я ее пролью проливом, посмотрю. Мох напитает водички и все будет окей. Так что, девочки, первая посадочка в этом году, пересадочка. По-моему, первая. Или я уже кого-то пересаживала. Ой, там в мхе очень много малышей. Надо будет тоже заняться пересадкой орхидей из мха. Девчата мне писали: Аня, для того, чтобы у тебя были в прекрасном состоянии орхидеи, сразу же из мха пересаживай. Не надо их держать в мхе. Вы знаете, если пришла орхидея изначально чахлая, то она в любой посадке покажет со временем свою вот эту вот проблему, оголит, так сказать, проблему. А если орхидея сильная, то она будет нормально расти. Я вот вам приведу пример.
такого, как у меня произошло, с орхидеей Наталья Айко. Вы прекрасно все ее знаете. Сейчас это такой красивый слон. Вот она у меня, наверное, года 3. Я просто начиталась, что она очень тяжело, ну, переносит пересадку. И я ее не трогала, она в таком стакане в тройке была с мхом, и я не трогала ее, я боялась. И я в итоге решилась, когда уже там просто некуда было корням расти, она цвела, она росла, и корни росли, даже в моховом этом стакане в огромном. Я его дозированно по чуть-чуть поливала. И так как она сильная сама по себе, саженец сильный, то она и спокойно и в мху росла, да. Я бы ее, если бы там что-то не так было бы, я бы ее давным-давно потеряла. Но я ее аккуратно пересадила, она у меня теперь в коре уже год с добавлением мха. Ну, продолжает нормально расти. В обзорах она у меня периодически мелькает. Точно так же с гигантеей было у меня, но немножко, вот я вторую гигантею боюсь дергать из мха раньше времени, она сейчас корни наращивает хорошо, альбовая форма. А обычная гигантея, я ее пересадила, я не знала, что желательно их не тревожить. Так вот она у меня теперь ледве-ледве, еле-еле корни наращивает в новой посадке уже второй год. Так что кто его знает, как лучше поступить. Такой красавчик. Ой, не упади. Все, друзья мои, спасибо, что вы были со мной. Такой классический вариант пересадки. Знаю, что знаете еще такую хитрость. Многие делают, чтобы вот дышала посадка, где-то сантиметра 3 от низа делают дырочки паяльником в закрытых системах. И тогда получается это как система вроде и закрытая, ты поливаешь, там водичку оставляешь, орхидея пьет, но в эти дырки проходит воздух. Вот я тоже думаю попробовать. Но я посмотрю, как она будет себя вести. У меня в подобных посадках, ну, неплохие результаты, в принципе. Нормально орхидеи приживаются быстро и с удовольствием растут, и с удовольствием цветут. Многие даже уже перерастают эти горшки, оплетая большим количеством корней весь субстрат. И пойди знай, куда их дальше пересаживать. Ну, наверное, уже надо будет отрезать, доставать нижнюю часть, отжившую своих корней, и опять же таки в этот же горшок высаживать. Все, всех обнимаю, всем мира и добра, всем всего самого-самого наилучшего, всем вот такого яркого, позитивного настроения на всю неделю, на весь месяц, на весь год. Обнимашки. До встречи в комментариях. Пишите, какие там у вас есть новые интересные варианты посадок фаленопсисов. Прям интересные. Ну, кто-то на блок, у кого хорошая такая влажность, тепличные условия, там можно на блок примотать, они будут себя чувствовать отлично. А у нас жара, сухо, и у нас бывает 10% влажности, кроме межсезонья, в отопительный сезон и летом в жару, когда у нас, знаете, у нас вроде морское побережье, но не верьте, что у нас очень влажно. У нас не очень влажно в помещениях. И вот когда настолько сухо, вот эти варианты посадок на ура заходят. Отлично. Главное не переливать. Лишний раз не долить в этой системе, чем лишний раз полить. И не бояться, что вот эта система высохнет прям вщент. Нет. Такая система, если вы увидели, там корни сухие, кора сухая, вот как сейчас так, вот да, вроде как сухо. Но вот завтра полью, и все изменится. И поработает эта посадочка месяц-другой, и потом там все нормализируется и стабилизируется. И можно будет чуть-чуть налила вот так на пальчик водички, и все, и забыла. Корешки подтянули, мох подтянул, все. Там альденте, всем хорошо. И мне, и орхидеи. Все, друзья мои. Всем пока-пока. У нас включили тревогу. Наверное, опять шахеды или баллистика. Так и живем. Что делать? Обнимашки.